наступил 2012 год, который для нашей команды был очень важным, очень значимым. Во-первых, нас пригласили участвовать в фестивале «Былиный берег». Пригласили организаторы Иван Кулагин и Антон Жирягин, за что им огромное спасибо. Мы каждый год туда стараемся ездить по их приглашению. Очень зрелищный, масштабный фестиваль. Когда мы туда приехали, удивлению нашему не было предела. Во-первых, масштабу данного мероприятия, во-вторых, приему, гостям, ну и публике, которая нас очень тепло принимала не только на концерте, но и перед концертом, и после концерта. Это были душевнейшие посиделки возле костра в палаточном городке. Крутой действительно фестиваль, да. Если любите там, этническую музыку и вообще хотите окунуться в это исторические какие-то времена, то это самое то есть лучше места не найти. Там много реконструкторов всяких, много всяких клевых штук, там всякие топоры, ножи, мечи. Что хотите, можете себе прикупить. Даже есть ладья, на которой там целая битва происходит. То есть там такая постановка большая, очень круто, очень красиво. Да, на берегу реки Волга проходит этот фестиваль в Тверской области. Масштабы вот такие огромные. Такие фестивали воодушевляют на написание более тяжелых вещей, более интересных, более веселых. Это был прекрасный опыт, и после 2012 года мы еще несколько раз ездили на этот фестиваль. И на Былиный берег мы попали через постель, хотел сказать. Нет, конечно же. Через Алексея Павлова, тамбовского фолка, лидера группы «Сколот», который порекомендовал нас организаторам феста Былиного берега. За что ему тоже огромнейшее спасибо, за то, что познакомил нас с этим фестивалем и, так скажем, направил нас на это событие. На путь истины. На путь истины. И мы до сих пор оттуда не можем вылезти. Да, выйти из него. Вообще, если честно, я шел на концерт Арконы. У нас в городе появились афиши, что приезжает Аркона. Для нашего города это большое событие. И то, что было там подписано, что на разогреве там группа Грай, я отнесся к этому очень так философски, думаю, послушаю. Надеюсь, будет что-нибудь интересное. Вот это было много лет назад. За это время у меня даже дети подросли так существенно. Столько времени назад все это происходило. Это был действительно очень запавший мне в память и в душу концерт, когда я шел на Аркону, а на самом деле я услышал группу Грай. И я отчетливо помню этот момент, когда я сидел в углу зала, мне прекрасно была видна сцена, немножко в стороне от всей основной толпы. И я слушал выступление Грай и понимал, что это именно то, что я хотел услышать на этом концерте. Все, что я слышал после этого, Аркону, это совершенно все забылось. Скажу честно, я помню, что я слушал концерт группы Грай и удивлялся тому, насколько это созвучно, наверное, моему представлению о тяжелом фолке, как я его, собственно, вижу. Да? В своей жизни я слышал очень много тяжелой музыки и продолжаю слушать, поэтому те огромные объемы материалов, которые я в своей жизни слышал, позволяют мне, наверное, хорошо понимать, что действительно для меня важно. И вот на этом концерте я услышал действительно группу, которая играла по-настоящему тяжелую музыку, но при этом это был такой искренний фолк. Я еще удивлялся, думаю, как так, ребята из Набережных Челнов играют русскую музыку лучше, чем подавляющее большинство команд из Москвы, скажем. Это
было действительно очень яркое впечатление. Мне тогда ребята напомнили такой молодой Nightwish, опять же, прошу прощения за это сравнение, да, но тем не менее молодой Nightwish, когда действительно команда еще не нащупала, наверное, тот самый свой стиль уникальный, но уже была к этому близка. Да? Я еще не знал, что на самом деле у Грая за плечами уже годы выступлений, уже есть там полноформатники. Я этого еще не знал, но я видел, что потенциал у команды очень большой. И я ушел с этого концерта с одной единственной мыслью, что я обязательно должен услышать эту группу еще раз. Да, я купил диск, но мне было важно не просто послушать группу, мне было очень важно, это вообще в первый раз в моей жизни было, когда мне было важно пообщаться с этими людьми, чтобы понять, как они так создают эту музыку. Что для меня вот самое важное было, да, я слышал действительно очень интересное, грамотное сочетание совершенно тяжелых рифов и абсолютно такой воздушной мелодики. Как это сочетать, на мой взгляд, это большое искусство. И именно у группы Грая я, собственно, услышал именно то, что я сам себе многие годы представлял в голове. Вот по поводу песни «В объятиях Мары». Очередное такое зимнее настроение, помню, у меня было. Метель, буран. Я иду на репетицию, откуда-то там далеко пешочком по Челнам. Мне там задувает снег за шиворот. Такое прям душа кипит, волнуется. И мне в голову пришла мелодия и текст песни «В объятиях Мары». Естественно, она тогда называлась не «В объятиях Мары», тогда она у меня называлась «Зима» или как-то так. Собственно, на самом деле про Мару изначально там не было. Но эта песня на 99% текста принадлежит мне, а на 1% Алие. Потому что она сказала, я, говорит, хочу, чтобы что-нибудь про Мару было в конце. Ну, чтобы там Мара, короче, забрала. Я такая, окей. И я такая говорю, забрала в объятия Мары, последняя строчка будет тебе норм? Она такая, да, вообще классная. Такая, все хорошо. И то есть вот к своему тексту я в конце добавила вот про Мару. И песня называлась «В объятиях Мары». Кстати, перед Младой еще была работа над песней «В объятиях Мары». Вот я как сейчас помню, Рузель мне присылал ее днем и сказал, послушай, может быть у тебя какие-то идеи возникнут, вот вроде бы все в этой песне идеально, но вот хотелось бы немножко текст подтянуть. Я сидел, слушал демку песни, она меня очень сильно втыкала, и я писал параллельно альтернативный текст. Ну, потом в будущем из двух текстов сделали один, и вот получилось «В объятиях Мары». И мне казалось, что Млада это будет вот что-то такое, как продолжение, это вот будет такая темная, красивая история, но в итоге вышло, что на Младе там появилась борода, появилась крепкая охота, ну и Ясь появился. В итоге вот альбом, ну, какой-то немножко кривой вышел. Вот. Также на эту песню был снят клип. Клип снимал наш друг из Чистополя, Артур Камалов. Ему за это огромное спасибо. Как вы можете видеть, клип состоит из двух локаций. Первая часть снималась в ныне уже несуществующем клубе «Гараж». Вот. И вторую часть сняли наши белорусские друзья Павел Городенский и объединение «Хротгар». Этот клип был выложен примерно в конце 2013 года в интернет. И до сих пор кому-то он интересен, и кто-то его даже смотрит. Также в этом году получилось так, что после выхода альбома «Земля родной» я начал переписываться с лейблами западными. Все-таки хотелось немножко расширить, так скажем, географию слушателей наших, чтобы нас слушали не только как бы в нашей там республике, стране, но и за пределами, чтобы нас знали. Вот, я начал общаться с западными издателями.
Вот, многие из них просили прислать физические носители, то есть CD-диски с альбомами, чтобы они могли послушать, а потом уже принять решение. Многим можно было высылать просто по электронке, значит, свои треки. Вот. И один из лейблов, Vic Records, голландский лейбл, нидерландский, голландский, вот, который до этого издавал Аркону и Алконост, предложил нам переиздать альбом наш последний на тот момент «О земле родной». Вот. Очень хорошие условия на тот момент, я считаю, что были. То есть там определенное количество дисков, порядка там 100 или 150, я уже не помню. И плюс мы тогда получили наш первый зарубежный гонорар в размере 500 евро. Я помню, еще евро в тот момент стоил 40 рублей. Вот, верните мне мой 2012, так скажем. Вот. Да, все, мы договорились, отлично все, подписали договор, ну и как бы альбом был издан. Чем как бы полезно было это переиздание, тем, что как бы у западных лейблов все равно намного шире, как я считаю, намного шире дистрибьюция, намного лучше промоушен, пиар, как бы. И наш альбом как бы получилось так, что после переиздания стал, так скажем, более популярен в Европе. Тогда на Facebook только еще как бы я создал страницу, и очень много людей после переиздания, заходило на страницу, писали свои комментарии, и ну, много было, так скажем, откликов, отзывов об альбоме. Вот. И вот это переиздание как бы оно помогло в дальнейшем в налаживании контактов с зарубежными, с западными концертными агентствами. Я, конечно, очень так рассказываю, что мы там чуть ли не с супер агентствами работали, но все-таки одно из агентств обратило внимание, и мы списались. Это было польское концертное агентство Heart of Rock название. Вот. И они предложили в 2013 году нам несколько концертов, 10 концертов по Польше, по самым большим, так скажем, городам. Еще с группами, там, Элли Сторм, Долориада вроде была. Да, там был такой состав, в принципе, который я, по крайней мере, видел только по интернету. То есть там была, на все 10 концертов мы ездили с командой Радагост, польской командой. На некоторые концерты присоединялись к нам Перси Вальшутенбах, польская банда, Али Шторм, шотландцы, по-моему. Я не знаю. Я тоже. Пираты, короче. Вот. И венгерская очень крутая банда Долориада. Привет! Привет! Współpraca agencji Heart of Rock z zespołem Graj rozpoczęła się w 2013 roku. Jak to było? Szukaliśmy uzupełnienia line-upu do Folk Festu, który miał się odbyć jesienią 2013 roku. Przeglądając zespoły z naszej wschodniej granicy, zauważyliśmy ciekawą grupę Graj. Wysłaliśmy zaproszenie, Graj odpisał tak, z chęcią wystąpimy w Polsce. И вот как бы началась подготовка к этому туру. Да, естественно, мы дали согласие. Все-таки первый раз, конечно же, надо съездить. То есть условия там были такие уж, конечно, не совсем прямо супер, но проживание, питание, трансфер, плюс небольшую там копеечку нам обещали. Да, для начинающих, как бы... Ну, первый раз, не начинающий, а для первого раза, там, то, что куда ты едешь в Европу, это вот такие условия даже очень крутые, я бы сказал. Да, но мне этого было мало. Я всегда хотел больше. Вот. Ну и да, мы начали готовиться к туру, то есть первым делом это, естественно, это Европа, Евросоюз, Шенгенская зона, то есть получение паспортов, загранпаспортов, открытие шенгенской визы. То есть для нас этот вопрос был такой, что мы как бы из нас, кроме Ирины, как бы из нас никто до этого не был в Европе, и мы представления вообще не имели, как это все делается. Ну и все было отлично, мы подготовились, набрали вещей, сумок,
взяли свои, естественно, гитары, Еды. педальки, взяли сухпайки, Котлет. консервы, значит, завтрак туриста, всевозможные бич-пакеты, дошики, потому что как бы денег у нас особо не было там питаться. Вот. Гонорар с Нидерландов уже кончился. Съели. Нидерландский гонорар выпили. был уже оприходован вот, на кое-какие нужды. Вот. И, ну, все нормально, купили билеты и с Москвы прилетели в Варшаву. Вот, со всем стафом, со всем. Всеми правдами и неправдами мы добрались до первого города, это был город Вроцлав. Мы приехали в клуб, организатор нас увидел и облегченно вздохнул. Мы, конечно, немножко задержались, потому что первый раз немножко терялись в перемещениях по вокзалам и так далее. То есть вот еще информация. Ни в коем случае нельзя приезжать в день концерта. Надо приезжать за день до концерта. И ни в коем случае нельзя не приезжать. Это вообще просто нельзя. Да, лучше не уехать, чем не приехать. Но об этом позже. Да, давайте об этом. Об этом мы не будем вообще. Вот. Да, как Ильнур сказал правильно, желательно распланировать так, чтобы приехать за день до начала тура, до первого концерта, там прогуляться по городу, отдохнуть, выспаться, покушать, и на следующий день уже со свежими силами, с кучей впечатлений, эмоций давать концерт и, значит, встречаться со всеми слушателями, с 10 человеками, которые придут на ваш концерт на первый. Нет, через Е надо было. Да ладно. Напердолишь? А ще в конце, ще. На кавычку поставь. Напердолишь. Единственное, нам в напутствие сказали, вы там осторожно, поляки там вам за яблочки припомнят. Вот, дорога была невероятно сложная, потому что в такую даль, на такую трассу мы еще не ездили. Это были самолеты, поезда, в которые не приходили вовремя, не по расписанию. Это был лютый сумбур. Агентство пригласило, значит, там заведовали агентством Изабелла и Януш. Им огромное, кстати, тоже очень большое спасибо, жирнейший респект, что все-таки почему-то выбрали нас. Не знаю почему, наверное, мы им понравились. Или кто-то из нас понравился. Вот. Вот, выбрали нас, пригласили, все организовали. Ну и как бы дали нам, так скажем, путевку в Европу. Вот так можно сказать. На путевку на европейские концерты, фестивали. Вот, и тут же забавный случай. Стоим мы возле клуба, отдыхаем после дороги, смотрим на заходящий народ на концерт, и тут подгребает человек 20 таких упитанных товарищей, коротко бритых, на спорте всех. Мы с Рузелем переглянулись и такие поняли, что-то вот сейчас что-то наметится. Эта толпа аккуратненько к нам подходит, и один из них спрашивает: вы русские? Мы такие: да, русские. Вы группа Грай? Мы такие: да, группа Грай. И тут мы думали, что все, это наш конец. Но не тут-то было, ребята развернулись такие: наконец-то дождались вас. Облегчению нашему не было вообще предела. Мы обнимались, все перезнакомились. Это было первое потрясение в туре, которое мы пережили. И эта история показывает, что политика абсолютно не важна, творчество объединяет народы, объединяет братские народы и позволяет общаться обычным людям вне политики. Pierwszy koncert Graja miał się odbyć we Wrocławiu w październiku 2013 roku.
Przybywszy do Wrocławia, jest godzina 17, koncert miał się rozpocząć o godzinie 18. Graja nie ma. Graja nie ma. Dzwonimy na podany numer telefonu, nikt nie odbiera, oczywiście sieć zagraniczna, ale o godzinie 18:05 cała ekipa Graja przyjeżdża taksówką i koncert może się odbyć. I wtedy poznałeś cały zespół. Cały tak? zespół Graju. I pamiętam to rozstanie właśnie z zespołem Graj, który nie chciał wracać, po prostu chcieli zostać, chcieli po prostu, nie wiem, przedłużyć trasę może jeszcze, no ale im było bardzo, bardzo, bardzo smutno wracać. No i mi również się było bardzo ciężko z nimi rozstać, bo naprawdę polubiliśmy od pierwszej chwili wszystkich ludzi z zespołu Graj no i cały czas jest tęskno, jak dłużej ich nie widzimy. To była pierwsza trasa zespołu Graj. Начался концерт. Первыми выступала какая-то местная команда, сейчас уже не помню. После них группа Дальряда выступала. Пришла пора выходить на сцену нам. Мы по привычке с Рузелем, с гитарами наперевес, выскакиваем на сцену, быстренько пытаемся подключиться. Я пытаюсь найти усилитель, где комбик басовый. И тут я замечаю, что на другом конце сцены Рузель с таким же непонятным лицом тоже ищет, на меня смотрит, пожимает плечами. И тут мы понимаем, что все оборудование со сцены унесли. Нет ничего. Подходим к организатору, спрашиваем, а что, вы не знали, что мы без бэклайна, без ничего? Мы же... А он такой нам, а вы что, не привезли? Мы такие, ты же видел, что мы шли с сумками, с гитарами, откуда? У нас в карманах, что ли? Заминка была очень длительная, пока мы пытались на пальцах объяснить, что у нас нет с собой никакого оборудования. И тут оказывается, что каждая группа, сценическое оборудование, все должна привозить с собой. Естественно, у нас этого не было, потому что мы и не знали, что это надо привозить. Все решилось, все нормально. Вот группа Родогос, команда Родогос польская нам предоставила бэклайн, на котором мы все эти 10 концертов потом отыграли. И им за это еще раз огромное спасибо, жирнейший респект, что очень выручили нас. Мы были готовы к концерту. Далее начался концерт, стандартное вступление, мы поворачиваемся к залу и видим полный зал. И тут произошел вот этот переломный момент, когда огромная толпа иностранцев встречает тебя как своего родного. Качал зал, качали мы, и когда наш кач синхронизировался, это было невероятное ощущение, которое дало настолько ощутимый подъем душевный, который зарядил нас на долгие месяцы вперед. Вот тоже момент, что на Западе, да и вообще, по-моему, во всем мире. Кроме только на Руси. Кроме Республики Татарстан. Да, то есть везде приезжают группы со своим бэклайном. Ну, либо арендуют его. То есть просто предоставляют тебе зал и все. То есть больше там ничего нет. Ну, минимум бывает, стоит все-таки ударная установка голая. Вот, стоят там 2-3 монитора, микрофонные стойки, микрофоны, ну и пару дебоксов. Ну, естественно, пульт уж стоит, конечно же. Вот. Да, то есть все эти моменты надо будет обговаривать как бы с организаторами, договариваться либо об аренде аппаратуры, либо надо будет с собой вести свой став. Наступил 2014 год. Наконец-то! Год, который также был очень для нас продуктивным и весьма-весьма интересным. Значит, 2014 год ознаменовался записью альбома «Млада», который сводил Алексей Стецюк из Белоруссии, за что ему отдельное спасибо. Был замечательный опыт работы с таким именитым человеком. Сейчас приоткрою небольшой секрет. В то время группа Грай
это был не какой-то единый сплоченный коллектив, это был набор музыкантов, у которых у каждого было свое мнение, свое видение музыки, текстов. И вот это бесконечная какая-то чехарда была. Когда меня, например, Рузель просил написать одно, Юра говорил, что это вообще как фигня, мы такое точно играть не будем, давай вот ты вот что-нибудь вот такое веселое напишешь. Ирина с ними была не согласна, и мы сочиняли что-то третье, но и в тот момент вообще не было понимания, что это будет за альбом, как он будет звучать, какая у него будет концепция. Ну и опять же я начал искать, кому же все-таки пропихнуть наш альбом, чтобы нас все-таки увидели, услышали там сразу. Вот. Момент был такой, что я отправил на Palm Records, даже интересовался этим альбомом, они попросили прислать там, значит, записи. Вот. Ну, потом, конечно, они ответили, что альбом, конечно, классный, все хорошо, но нам он не подходит. Скажем так, «Млада» — это вот первый альбом, с которого, ну, скажем так, началось мое взаимодействие с группой. Он мне не совсем нравится до сих пор. Ну, то есть, так вышло, что очень долго сочинялась музыка, потом она где-то копилась, и в какой-то определенный момент нужно было это просто быстро, там, моментально записать. Вот. И, ну, собственно говоря, там из всего собрали каких-то песен, и, в общем, вот мы имеем то, что имеем. Но зато взял другой издатель, немецкий, значит, Noise Gate Records, там и издался наш альбом, вот, мы как бы до сих пор с ними сотрудничаем. В 2014 году у нас также был запланирован тур, агентство нам сделало где-то почти там, чуть ли не на месяц, я не помню уже, примерно месяц, наверное, был, да, вот, и перед туром, наверное, где-то за полгода Андрей Смирнов, барабанщик наш, решил нас... Умереть. Но мы не дали им этого сделать. Вот, поэтому... Он обиделся и ушел. И как бы у нас опять стал вопрос, где взять барабанщика, все-таки тур уже намечен, тут и как бы новые песни, новый альбом, все это, нужен был срочно барабанщик. Мы искали там, сям, того всего, пробовали. Ну и в один момент, не помню, как это произошло, кто порекомендовал, откуда, что как, кто сказал, вот Ильнура, я позвонил ему, ну и пригласил на, так скажем, на репетицию, попробовать с ним сыграть наши там песни, посмотреть на него, как он все это сделает, как он сможет. Ну, естественно, и вначале дали ему, чтобы он что-то разучил. Ну и как бы встретились на репетиции, сыграли, ну и вроде все нам, все подошло, все понравилось, и вот он сидит здесь. Не плюсь на меня. И тут звонит Рузель, говорит, Посох ушел. Я такой, о, как. Ну и предложил как бы попробовать поиграть. Тоже уйти. Мне выслали несколько песен.
но почему-то репетиция случилась намного раньше, и я ничего не успел выучить, я, можно сказать, один раз только послушал. Но все-таки на репетицию я пришел, но как бы оказалось, что не совсем репетиция, а просто типа, ну, собрались вживую поговорить, обсудить, что, да как, да почему. Ну, все-таки одну песню сыграли, и на мое удивление, это вот была песня «О земле родной». Я ее, можно сказать, слышал, может быть, раза 2 или 3 буквально за всю жизнь. И почему-то я ее сыграл с первого раза. То есть такая забавная штука. Случилось, от чего от себя не ожидал. Это Ильнур так решил, что он сыграл с первого раза. Но все-таки это было более-менее. Учитывая, что я слышал раза 2-3. Да, кстати, все было нормально. Отлично мы начали репетировать, и весь материал, который там надо было для концертных программ выучить, Ильнур, так скажем, довольно быстро все это освоил. И как бы мы были готовы к следующей поездке в осенью 2014 года. Осенью мы поехали в тур с группой «Сатана Козел». Тур был очень веселый, очень насыщен на события. Естественно, на тот момент мы уже как бы более-менее знали, что, как, что вести с собой, что не вести. Ребята из «Сатана Козел» взяли с собой бэклайн. И как бы на этом бэклайне мы отыграли этот тур. Все было супер, отличная поеzdka. Kolejna trasa Graj odbyła się we wrześniu 2014 roku. Była to wspólna trasa z Satana. Nie mogę, poczekaj. Nie wolno. Nie wolno. Nie wolno. Ну давай. Okej. Siap. Dobra. Kolejna trasa Graj odbyła się we wrześniu 2014 roku. Była to wspólna trasa z zespołem Satana Kозел. Tak. Тур 2014 года познакомил нас не только с Польшей, но и с другими локациями, с другими странами. Мы посмотрели на всю европейскую индустрию музыкальную изнутри. В 2014 году тур, получается, он был уже не только же в Польше, он уже был дальше. Да, то есть это, получается, была Германия, там была Чехия, Словакия. Да. То есть уже сам тур стал более объемный, действительно там на месяц. Научились считать денежку в туре, научились правильно перемещаться по Европе быстро и с наименьшими затратами. И как бы этот тур был, так скажем, посвящен презентации нашего вот альбома «Млада», который вышел буквально там как раз во время тура. Вот. Folkowa jesień. 2 październik, Wrocław, od zmierzchu do świtu. Tego dnia wystąpił obok Graja oczywiście Satana Kозел, Litwin Troll, Netherfell, no i Percival Schuttenbach. Folkowa jesień to była taka 3-dniowa, weekendowa Mini festiwal folkowy. Tak, mini festiwal folkowy. Najpierw Wrocław, następnego dnia Kraków, znowu Rotunda i Zabrze Wiatrak. Miło wspominam, bardzo miło, bardzo było fajnie, bardzo było przyjemnie. Znowu się spotkaliśmy z Grajem, znowu oczywiście wymiana tej naszej energii, także było to, o co chodziło w tym wszystkim. Okej. Вот, в общем, в 2015 году мы как бы решили все-таки немножко утяжелиться. Пригласили в команду Виктора Бузнаева. Как я попал в группу Грай? Пришел ко мне Рузель.
Я вот помню, сидел у себя на студии, заходит, значит, такой, у меня там стоял диванчик такой маленький, такой лег и лежит в потолок, смотрит, как будто хочет. Еще раз. Уходи. Что-то хочет рассказать. Ну, в итоге меня пригласил. Отказаться я не смог. Как уж. Но это все было, конечно, дико круто и интересно. Поэтому я во все это дело вписался. И первый концерт, который я сыграл с группой Грай, это был, если я не ошибаюсь, «Былиный берег» в 2015 году. Потом был московский концерт, после которого ребята уехали в тур. А я не поехал, потому что без паспорта в Европу не пускают. Но так как у него не было ни загранпаспорта, ни визы, вот в 2015 году он с нами не смог поехать в Европу с концертами. Он только на Былиный берег, по-моему, съездил в том году. Да, он с нами съездил на Былиный берег летом в июле, и как бы в тур мы опять также поехали впятером. Rok 2015 i kolejne koncerty zespołu Graj. Tym razem wspólna trasa z zespołem Netherfell z Krakowa. 12 koncertów w Polsce i za granicą. Gościnnie podczas trasy zagrały również Krzywoda, Diabeł, Boruta, Black Velvet Band. В принципе, в 2015 году особо много стран не было. Мы опять поездили по Польше, и у нас был один концерт в Берлине. Ну, не в Берлине, а в пригороде Берлина. Мы выступали на фестивале Rock for Roots. Вот. Небольшой фестиваль, очень такой андеграундный, в принципе. Погода, конечно, немножко подвела, но нам очень понравилось. В принципе, для нас любой фестиваль – это всегда праздник. В 2016 году у нас было 2 выезда в Европу, что для нас было тоже впервые. Вот. Потому что была Франция в этот раз. И большой был фестиваль, который назывался Рагнар Фест. Рагнар Рок-фест, Да, Рагнар Рок-фест. Отличный фест, очень большой. Для нас это был первый большой фестиваль в Европе. Ну, таких масштабов, да. Как и для меня. Потому что я тоже ездил туда, я летал туда с группой Акбуре. Это был мой первый фест вообще в Европе. Это был мой первый полет на самолете. Первый вообще выезд в Европу. Первый выезд из России. Я первый раз выпил пиво. Да. Поэтому я напился. Поэтому меня взяли в Грай. Выгнали из Акбуре. Да, выгнали. А одна из причин, почему он был взят, не пьет алкоголь. Вот. Да, нам опять же то же самое. Мы продолжали работать с нашим агентством, с польским, которое нам вот предложило концерты в июле. Zespół wyruszył do Francji na Ragnar Rock Festival. My również oczywiście za zespołem podążyliśmy, także jechaliśmy w sumie w 2 auta. Graj swoim busem. My z całą tutaj ekipą Heart of Rock i przyjaciółmi jechaliśmy za nimi.
1600 km bodajże było do pokonania, ale co to jest 1600 km w stosunku do tego, jaką trasę ma Graj pokonać, przyjeżdżając do nas, prawda? Z Kolejne 1000 ponad kilometrów, 1200. Więcej, пару tysięcy. Ехали в сентябре, первый выезд в июле был, второй вот в сентябре. И в июле у нас был всего один концерт, клубный концерт. Мы сыграли в городе Вроцлав в Польше. И второй концерт мы должны были сыграть на фестивале, вот как Ильнур сказал, Рагнард Рокфест, который проходит на, по-моему, севере Франции, на севере Франции. Симандр-сюр-Суран. Возле города Симандр-сюр-Суран. Рагнард — это первый крупномасштабный фестиваль, на котором было порядка 8000 человек, и я был просто поражен организацией фестиваля, обеспечением техническим, когда нам было предоставлено абсолютно все, что мы захотим на выбор, я имею в виду из оборудования. Была огромнейшая сцена, их было там 2, нам предоставили для выступления 1. Первый концерт мой в Европе это был Рагнард Фест во Франции, который сейчас успешно прикрыли. Это было, конечно, круто, да, это было весело. Куча народу во Франции много чего. Чего там только нет. Горы. Все это я повидал в первый раз. Это были, конечно, неисчерпаемые эмоции. Это было очень круто. Bardzo pozytywne przyjęcie zespołu Graj we Francji na dużym open airze, na dużej scenie. Pozytywne przyjęcie przez publiczność. Tak, publiczność bawiła się bardzo, bardzo fajnie. Wszyscy tańczyli, niektórzy znali teksty, o dziwo śpiewali, także zabawa była przednia, wyjazd fantastyczny. No i to był taki w sumie ostatni z naszej współpracy festiwalowej chyba z zespołem Graj, prawda? Później... Да, и в сентябре мы играли в Ульме, нас пригласил туда Хартмут Вит, наш теперь уже очень близкий, наш хороший друг. Ежегодно с этого года, с 2016 года мы стараемся приезжать к нему в гости, играть концерты, он нас постоянно приглашает. Вот, и в тот год он нас пригласил, он сделал нам 2 концерта в Ульме и в небольшом, там, в маленьком городке под названием Блаубойрен, да. В 2016 году у нас произошло знаменательное событие. Мы купили автомобиль Hyundai Starex, микроавтобус, на котором мы передвигались все следующие туры, и ребята до сих пор на нем ездят. И, соответственно, у нас начали зарождаться традиции. Всегда, когда мы ехали в тур, мы слушали песни группы «Талисман», и, в частности, песню «Ведьма». Очень хорошая песня, которая воодушевляла нас во всех поездках, которая давала сил, юмора и интересных эмоций. Также про традиции расскажу. Есть песня «Охота крепкая», при исполнении которой мы обычно приглашаем другие команды, которые участвуют в том или ином фестивале, вместе с нами ее спеть. Первый раз мы этот финт ушами провернули в туре с группой «Сатана Козел». Очень зашел этот перформанс. Мы прям сами кайфовали от того, что делали на сцене, получая кучу эмоций, кучу заряда. Ну и, конечно же, всем, кто участвовал вместе с нами в исполнении с этой песни, передаю всем привет и скажу спасибо, молодцы за помощь, за
участие.